Шен. Уровень мнимый святой или полусвятой, также известный как Бан Шен, это мощь, превосходящая почтенных воинов. В сюжете уже появилось несколько мнимых святых, и мы, наблюдая их силу, можем увидеть это огромнейшую разницу. Первый — это, конечно же, Яо Лао, который после воскрешения с новым телом пробился в класс полусвятого. Второй эксперт такого уровня — старейшина Джули из племени древних драконов пустоты. Хотя мы не видели его силу в действии, например, в сражении с другими экспертами, однако можно быть полностью уверенными, что его мощь будет поразительной. Далее в сюжете Дунхуа мы будем все чаще и все больше видеть мнимых святых Бан Шен. Яо Лао и старейшина Чули — это только начало. Очень скоро мы увидим в общей сложности 4 Бан Шен. Много экспертов, что перешагнули через пик почтенного воина, есть в клане драконов пустоты, а также в зале душ. Это из уже показанных фракций. А в древнем клане Гу, помимо полусвятых, есть и сильнее. Но пока что мнимый святой — это сильнейший уровень, что нам показали. Поэтому давайте в этом видео подробнее рассмотрим их силу, насколько они могущественны, какими способностями обладают, что нужно для их прорыва. То есть лучше познакомимся с этим классом. Влепите в начале лайк и подпишитесь на этот YouTube-канал для поддержки, а также не забывайте о моем официальном телеграм-канале Киномикс, где все новости и информация о наших любимых аниме. Итак, легендарный Бан Шен. Этот уровень многие эксперты на пике класса почтенного воина называли бездной отчаяния. Большинство экспертов в этом мире, достигших 9-й звезды почтенного воина, в конечном итоге остановились на краю этого класса. Независимо от того, как они тренировались, они не смогли по-настоящему перейти в следующую стадию, называемую класс мнимый святой. Уже из названия понятно, что этот уровень тесно связан с силой святого. Однако, поскольку также присутствует приставка мнимый или полусвятой, этот важный шаг еще не пройден. А все дело в том, что только вступив в класс Бан Шен, можно будет получить квалификацию, чтобы перейти в класс святого Доу Шен. На самом деле, мнимый святой немного отличается от обычного класса, я бы даже сказал, это больше похоже на стадию. Полусвятой Бан Шен не делится на звезды, как мы привыкли в других классах. Многие даже не считают его полноценным классом. Это скорее переходный этап совершенствования более высокого уровня. Он не считается истинным состоянием Доу Ци, но все же крайне необходим, чтобы войти в чрезвычайно сильный следующий класс. Можно даже сказать, что Бан Шен был самым важным краеугольным камнем перед тем, как человек вступил в класс святого. Если кто-то не смог войти в уровень Бан Шен, он мог забыть о том, чтобы когда-либо стать настоящим элитным святым. Если это не совсем полноценный класс в рангах культивации, значит ли это, что при определенных обстоятельствах его можно пропустить? Есть пример подобного, но мы рассмотрим это в будущих видео. В то время как Доуди постепенно становился легендой, существующей только в истории, простое слово Доу Шен представляло собой вершину всего этого мира. Хотя пик 9-й звезды почтенного воина может считаться топ-экспертами этого континента. Однако вершина в конечном итоге не представляла пик. Пик этого мира принадлежал экспертам еще более высокого класса. Бан Шен, хотя было слово «мнимый», оно все еще было связано со словом «святой», которое представляло пик. Это был преобразующий скачок. А теперь посмотрите на разницу между почтенным воином и мнимым святым. Почтенные воины владеют силой пространства и обладают безграничным количеством доу ци в теле, которую могут уплотнять до кристаллического состояния. Они способны разрывать пространство, перемещаться сквозь него. Одним лишь жестом они могут искажать само пространство. Они непрерывно поглощают энергию неба и земли, превращая ее в доу ци внутри своего тела. Пока их душа остается целой, у них есть шанс на воскрешение. А полусвятой уже обладает частью силы боевого святого. Он сильнее почтенного воина пика 9-й звезды, но слабее святого. Таких экспертов на всем континенте очень мало, их можно пересчитать по пальцам. Мнимый святой – один из сильнейших на центральных равнинах. Такие великие силы, как остальные из 4 павильонов, Ледяная долина, а также цветочная фракция, вообще не имеют полусвятых в своем распоряжении. Только в Пылающей долине есть боевой святой прародитель, а прочие силы не дотягивают до такого уровня. Цветочная фракция в лучшие времена имела главу на пике уровня почтенного воина, и она была в шаге от уровня полусвятого. Но именно этот шаг оказался непреодолимым и забрал у нее всю жизнь. Возможно, кто-то считает, что полусвятые хоть и редкие, но встречаются часто. Однако на самом деле каждый, кто достигает уровня мнимого святого, потенциально способен стать святым. Появление мнимого святого – это знак, что скоро на континенте появится новый святой.
После воскрешения Яо Лао его сила резко выросла, и он достиг уровня Баншен. Эта новость вызвала волну потрясений во всех центральных равнинах. Возможно, сам по себе уровень полусвятого не вызвал бы такого ажиотажа, но у Яо Лао есть еще одна важная сторона. Он высокоуровневый алхимик. В свое время он выиграл сбор пилюль, и теперь, достигнув уровня мнимого святого, его навыки алхимика тоже выросли. Возможно, он уже достиг 9-го ранга. В такой ситуации даже святые будут относиться к Яо Лао с уважением, а древние кланы не осмелятся его недооценивать. Воскрешение Яо Лао было также сделано с размахом, чтобы продемонстрировать залу душ его силу. Теперь, когда Яо Лао защищает павильон, разрушить его без вмешательства святого просто невозможно. Святых на всем континенте меньше сотни. Большинство из них принадлежат к древним кланам и древним племенам волшебных зверей. Обычно они живут в уединении и не вмешиваются в мирские дела. Даже глава зала душ, будучи 4-звездным святым, не осмеливается действовать опрометчиво, ведь за ним следят другие могущественные силы. Между Баншен и Доушен только одно слово, но это был относительно пугающий разрыв. Как мы уже говорили, класс мнимого святого не делится на звезды с 1 по 9. Этот класс совершенствования делится на стадии начальный уровень, средний уровень и высокий уровень Баншен. К примеру, Джули – 3-й старейшина острова Драконов Пустоты. Его совершенствование должно быть на уровне среднего полусвятого или высокого, также называется продвинутый Баншен. Как вообще происходит прорыв с класса почтенного воина 9 звезд на мнимого святого? Существовали определенные шаги для прорыва из класса почтенного воина в класс мнимого святого, но сам шаг необъятен, как небеса. Шаг настолько страшный, что его и описывать порой даже сложно. Именно поэтому уровень развития Яо Лао очень долгое время застопорился на уровне почтенного воина 9 звезд. То же самое можно сказать про глав башни эликсиров. Если бы Яо Лао не полагался на силу нового тела во время возрождения, то даже независимо от его таланта, прорваться на следующий уровень было бы довольно сложно. Данный короткий шаг ненавидели многие эксперты и гении. От невозможности его преодоления они сожалели до самой своей смерти. Причина кроется в уникальном на пути развития методе. Только те эксперты, которые все-таки достигли того уровня, могли ощутить всю его уникальность. Некоторые высшие эксперты центральных равнин называли тот уникальный метод так – 9 этапов или шагов достижения святого. 9 этапов служат разделителями пропасти между высшим практиком уровня почтенного воина и классом мнимого святого. В конце концов, пропасть между ними действительно поражает. Чтобы описать ту сложность, потребуется более подробная система описания точек развития. Рассмотрим это в следующем видео. Давайте наберем 2000 лайков под этим видео. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.